Гавриил Романович Державин очень долго живет в Петербурге. Но, к слову сказать, стихов об этом городе он написал не так уж много. Вообще город, его архитектурный облик, его интересует не так много. Это фон, исторически значимый, самодержавный, но только фон. Больше его интересуют люди, которые населяют этот город, петербуржцы. И поэтому Петербург для Державина – это прежде всего город людей. Хотя Гавриил Романович отошел в поэзии от канонов классицизма, в душе он все-таки им остается. И как классицист он измеряет людей прежде всего полезности государству и соблюдению закона и справедливости. И, может быть, поэтому, увидев в Екатерине достойную похвал правительницу, он пишет знаменитую оду «Фелица», где и прославляет ее прежде всего за то, что она является продолжительницей реформ Петра I. Ода «Фелица» настолько понравится Екатерине, что она одарит его золотыми червонцами, золотой табакеркой, приблизит его к себе и сделает сенатором, и будет требовать от него и ждать продолжения восхвалений. Но, правда, этого не случится. Державин, попав в придворный круг, вдруг обнаруживает, что на самом деле все не так, как он хотел. И законность она не соблюдается. И поэтому он не только не написал никакой более восхваляющей оде Екатерине, более того, попытался что-то исправить в правлении Екатерины. Известен факт, когда однажды на докладе Екатерине Державин так разошелся, так гневался, потому что законы не соблюдались, накричал на нее. И когда Екатерина попыталась уйти, он даже схватил ее за рукав, пытаясь удержать. На что Екатерина попросила другого секретаря побыть здесь, ибо она боялась, что Державин даст волю своим рукам. Ну, если уж Гавриил Романович не стеснялся давать такие советы самой Екатерине, что ж говорить о своих коллегах-сенаторах. Ему он часто писал эпиграммы. Ну, например, такую замечательную эпиграмму. «Осел останется ослом, хоть и осыпь его звездами, где должно действовать умом, он только хлопает ушами». А если с точки зрения Державина человек достойный восхищения, то он воздает ему очень искренние и прочувственные почести. В своих стихах он воспел храбрость русских воинов, таких полководцев, как Кутузова, Суворова, Потемкина, Мещерского и Бибикова и многих других. Они герои, но Державин описывает их с точки зрения человечности, с точки зрения их личностных характеристик. И более того, дает подробные бытовые описания, может быть, какие-то шутливые сценки. Иногда он над ними подсмеивается, иногда он их хвалит. И собственно говоря, вот тот забавный русский слог, который знаменит Державин, наверное, сформировался именно в это время. И он писал больше не о героях и событиях, а о тех чувствах, которые эти герои и события у него вызывали. «Не умел я притворяться, на святого походить, важным саном надуваться и философа брать вид. Я любил чистосердечие, думал, нравится лишь им. Ум и сердце человече были гением моим. Словом, жег любовь, как пламень. Падал я, вставал в мой век. Брось, мудрец, на гроб мой камень, если ты не человек». Что тут сказать? Добавить мне больше к этим стихам нечего. Еще одна заслуга Гавриила Романовича Державина состоит в том, что он привнес в поэзию бытовую сторону и описывал не только великие события, великие подвиги, но и обычную трапезу за столом. Правда, для нас, современников, эту трапезу сложно назвать обычной. «Я обозреваю стол и вижу разных яств цветник, расставленный узор. Багряна ветчина, зеленый суп с желтком, румяно-желт пирог, сыр белый, раки красные, что с молью янтарь икра, и с голубым пером там щука пестрая, прекрасно». Где уж Пушкину с его страсбургским пирогом? А вот символистам через 200 лет будет очень понятен образ державинской щуки с голубым пером. Гавриил Романович служил честно, поэтому большого состояния он себе не заработал.
Что у него было? Небольшое имение, и единственное, что он себе позволил, это свой собственный дом вместе с парком в Петербурге, правда, далековато от центра. Вот дом, который построил Гаврил Романович Державин на набережной реки Фонтанки. Дом он строил долго и с любовью, но надо сказать, что ему не очень повезло с соседом. Слева от него жил полковник, богач Михаил Горновский. И он построил свой дом гораздо выше, чем дом Державина, и поэтому во дворе у Гаврила Романовича было всегда темно. Державин пожаловался в полицию и даже написал язвительное стихотворение ко второму соседу. «По что же, мой второй сосед, ты зданием пышным, столь отличным, мне солнце застеняя свет, двором межуешь безграничным, ты дому моему забор». И вот это стихотворение – это не просто какая-то обида или зависть Державина, нет. Это был повод сказать о более важных вещах, а именно о человеческом облике самого Горновского. Надо сказать, что Михаил Горновский был управляющим у князя Потемкина. И когда последний умер, тот, воспользовавшись шумихой, вывез из дома князя ценности и статуи. Родственники Потемкина, узнав об этом, попытались баржи с своим имуществом перехватить. И вот здесь, на набережной, прямо под окнами дома Державина, все как раз это происходило. Стычка между родственниками Потемкина и слугами Горновского. Державин все это видел из окна. Естественно, это его возмутило. Поэтому, говоря о высоком соседнем здании, он начинает разговор о непорядочности Горновского и описывает эту ситуацию, придавая ее публике. И вот в этом весь Державин со своим девизом «Правду вещать». С одной стороны, государственный деятель, талантливый управленец, патриот. К слову сказать, именно Державин начал первым писать слово «Родина» с большой буквы, говоря о том, что я не знаю, как там в ваших русских грамматиках, но я буду писать именно так. И именно он первый внедрил понятие «измена Родины». С другой стороны, тонкий, чувственный человек, любящий своих друзей, любящий свою жену, который дал поэтическое имя Пленира от слова «пленять». И все это Гавриил Романович Державин.